Здравствуйте, мои волшебные, здравствуйте, мои любимые, мои хорошие, мои замечательные подписчики, самые лучшие подписчики только на моем канале. Сегодня мы с вами продолжаем бабушкины гадания. И, естественно, для этого я буду использовать традиционный цыганский оракул. Мы с вами посмотрим судьбу и жизнь каждого из вас, но все на одном столе и в одном гадании. Это гадание старинное, оно очень интересное, и оно может рассказать про любого человека. А вы смотрите, потому что нет в этом гадании никаких позиций. Цыганское старое гадание, оно не может быть с какими-то позициями. Вы посмотрите старинное гадание и поймете, кто вы в этом гадании и какая у вас доля, судьба. Хорошо, давайте теперь возьмем нашу свечу и эту колоду несколько раз проведем над свечой, над пламенем свечи, потому что так положено. Теперь мы с вами берем и размешиваем колоду очень тщательно сначала размешиваем, чтобы не приплеталась чужая судьба, а чтобы каждый увидел свою судьбу так, как оно есть, чтобы не было никаких смешений с прошлыми гаданиями. Колоду нужно тщательно размешать. То, что было вчера, оно там навсегда и осталось. Мы должны колоду с вами обязательно освежить. Теперь мы берем и 7 раз размешиваем колоду. И сдвигаем левой рукой 4 раза. Смотрим, что там. Там павлин, там у нас высокомерие. Карта показывает, что в скором времени вы встретите какого-то человека, который, как ему кажется, выше вас по статусу. У человека действительно есть большие деньги, карта богатства, карта процветания, но при этом этот человек заносчивый, и с ним нужно обращаться по-особенному. Знайте его гордость, и тогда вы поймете, как с ним разговаривать. Теперь берем и начинаем раскладывать для всех. Это для всех гадания. Я буду раскладывать медленно, а вы слушайте то, что я буду вам говорить. Немножечко нужно подвинуть. В экран не влазит. Карты смотрите внимательно, потому что они считывают ваше энергополе. Ваше энергополе считывают карты. Тут надо нам 4 рядика положить. Немножечко не влазит. Чуть-чуть. Что я здесь уже точно вижу, что если вы относите себя к человеку в возрасте, женщина в возрасте, то у вас очень скоро, в скором времени будет большая радость в жизни, и это уже на пороге у вас. Будет радость, будет веселье, будет большое счастье. Может быть, вы пойдете к кому-то в гости, может быть, вы пойдете к кому-то на вечеринку, на, может быть, какой-то день рождения, да, рядом с вами мужчина будет. Причем это ваше будущее с этим мужчиной, и до конца жизни, скорее всего, вы будете вместе с этим мужчиной.
до самой, так скажем, глубокой старости. То есть если вы считаете, что вы женщина уже в годах, то рядом с вами будет мужчина, вот прям до самой глубокой старости, очень хороший человек. Скоро в вашем доме будет очень много веселья, потому что у вас и радость рядом выпала, и праздник в будущем выпал. Карты здесь показывают, что вы женщина, у которой на самом деле очень такой ну, характер легкомысленный. То есть вот есть люди, которые очень сильно много нагружают там себя, да, мучают себя своими страхами, своими, может быть, какими-то болезнями. Кто-то иногда трудности преувеличивает, кто-то что-то. Вы нет. Вы нет, вы человек легкий, вы всю жизнь была легкой женщиной. И легкость вот эта ваша, она, несмотря на ваши все скорби, печали и трудности. В прошлом у вас была всегда удача, но была и печаль. Вот смотрите, у вас карты показывают, что в прошлом вы помучились, конечно, сполна, но всегда вы выбирались из всех своих каких-то передряг и трудностей. А сейчас у вас в жизни, смотрите, сейчас у вас есть радость и услуга. Карты говорят о том, что скоро вам что-то будет доставлено. И вы по этому поводу тоже испытаете большое удовольствие. Если вы женщина в возрасте с легким характером, то, конечно же, в вашей жизни будет много разговоров. У вас рядом будут какие-то близкие люди, друзья, подруги. И, соответственно, карты говорят о том, что вы любые какие-то свои жизненные волнения воспринимаете совершенно иначе, чем другие, просто всегда с оптимизмом, просто всегда с верой в будущее. Карты говорят о том, что кто-то из ваших дальних родственников сейчас испытывает большое несчастье из-за чужого высокомерия и заносчивости. Но вы советуете при этом человеку расслабиться, и, мол, у тебя в жизни было много хорошего, много светлого, и поэтому я не буду тебе нагнетать обстановку. Да, сейчас ты справляешься с чьим-то плохим характером, но это не так уж и плохо и не так уж и страшно, как тебе это кажется. Вот. Вы, может быть, сейчас-то считаете себя и, может быть, и одинокой женщиной, но обязательно выйдете замуж даже в старом возрасте или там, в каком-то позднем возрасте. Или вам, как говорят, вот до старости, до глубокой жить с мужчиной. Если же вы сейчас уже с мужчиной живете, то всегда с ним и будете. И у вас будет очень счастливое будущее и очень счастливая старость. Смотрим дальше. Если вы мужчина, тот, который очень любит много либо путешествовать, разъезжать, либо у него очень хорошие предпринимательские задатки, то вы слишком такой человек, погруженный постоянно в свои прошлые переживания. И раз вы погружены в свои прошлые переживания, вы и не замечаете, что у вас есть на самом деле семья или очень близкие в доме люди, счастливые люди, которые рядом с вами чувствуют себя очень комфортно, хорошо, и кто-то вас очень сильно любит. Если вы такой мужчина, который на самом деле стремится к тому, чтобы там вести бизнес, быть, может быть, в других городах, в других странах, знайте, что на самом деле все счастье у вас находится в доме. И, соответственно, в вашей жизни было в прошлом очень много плохого, но вы всегда могли зарабатывать и могли на самом деле быть на потоке изобилия. Если вы гадаете сейчас и смотрите на какого-то мужчину, то этот мужчина совершенно не понимает того, где его счастье находится.
Оно находится, счастье это у него дома, у него на его земле, там, где его или родовые корни, или просто его имущество. И там его любят, там его ценят, и там стараются ему во всем угодить. Но сам этот мужчина всегда вспоминает то, что у него в жизни плохого было, и всегда стремится убежать от этого. В будущем этого человека ждут только люди. Его всегда будет окружать большое общество. И этот человек никогда не останется без семьи. Если вы такой мужчина, знайте, что вам все равно придется жить с людьми и постоянно в окружении своей семьи, своих близких и своих близких друзей. Кто-то сейчас ищет утешение в вашем лице. И возможно, что ваши друзья и ваши какие-то соратники, они на самом деле всегда стараются сделать все для того, чтобы и вас поддержать, но и ждут от вас поддержки. В будущем вас ожидает, что будет дочь у вас, и, соответственно, об этой дочери нужно много заботиться. Она будет выходить замуж. Сейчас эта дочь на самом деле испытывает в жизни много трудностей. Может быть, это из-за учебы. Или у вас, если еще нет мужчины, да, вот мужчине гадают дочери, то она обязательно скоро появится у вас. Следующий у нас есть мужчина. У него очень высокое положение в обществе. Если вы такой мужчина с высоким положением в обществе, с высоким статусом, горделивый мужчина, мужчина женатый, то это про вас. Вы все время строите планы на будущее и стараетесь жить так, чтобы ваше будущее и будущее ваших близких было обеспечено. На самом деле в вашем доме скоро будет, скорее всего, или прибавление, или какое-то торжественное событие. Вы стараетесь для других, и они это ценят. Вы никогда не будете без брака, то есть ваша жена, она всегда будет при вас, и до самого конца, скорее всего. Но старайтесь не смотреть налево, потому что многие женщины, когда мужчина состоятельный и мужчина, у которого есть какое-то имущество, может быть, работа, многие женщины на такого мужчину смотрят. И у вас будет соблазн завести любовницу в будущем. Но постарайтесь не уходить из семьи, потому что одна любовь не заменяет другую любовь. На самом деле это просто страсть и сексуальное увлечение. И если вы продолжите это сексуальное увлечение, вы предадите тех, кто на самом деле был вам все это время верен и кому вы были по-настоящему нужны такой, какой вы есть. Поэтому никакие новые отношения вам не заменят ваш брак и ваши прошлые отношения. А ваша жена вас никогда не предавала. Если вы здесь спрашиваете про мужчину, он смотрит действительно налево. Но у него есть выбор, и он может остаться там, где он живет. Просто вам нужно помнить о том, что этот человек, он подвержен соблазнам из-за того, что к нему кто-то постоянно проявляет инициативу и надавливает на него, мол, своими какими-то, не знаю, прелестями, да, проявляя вот эту инициативу, проявляя то, что вот красивая женщина, нежная женщина, заботливая, там подарки дарит. Она за ним буквально ухаживает. И, соответственно, они сталкиваются где-то, где что-то кто-то постоянно веселится, празднует, болтает. Это могут быть корпоративы на работе, это может быть рабочий коллектив, это может быть компания друзей. И да, из-под тишка на него идет вот это давление, но у него пока есть еще сомнения, куда ему податься, и он, скорее всего, может остаться, если вы проявите смекалку с таким мужчиной. Дальше я вижу здесь молодую женщину. Если вы молодая женщина, у которой совершенно еще пока нет ни брака, ни детей, например, да, то есть женщина в совсем юном возрасте, там, допустим, до 25 лет, у вас мужчина, он, который вас полюбит, он на расстоянии находится от того места, где вы живете, и вы поедете жить, если выйдете за него замуж, а вы, скорее всего, выйдете за него замуж, вы поедете в другую страну. Но на данный момент в вашей жизни происходит много нехорошего. И вы прям-таки молитесь, чтобы все эти передряги закончились.
Вас всегда поддерживали родственники и друзья, и подруги. Вы всегда жили, ну, более-менее так, либо обеспечено, либо так получалось, что выбирались из трудностей с помощью чьей-то опеки. Но, к сожалению, на сегодняшний день вы этой опеки не ощущаете. У вас будет выбор в будущем, дорогая молодая женщина, выйти вам за постоянного человека, такого, ну, остепенившегося, заботливого, того, кто никогда не предаст, но у вас к нему нет страсти, или выйти за человека ветреного, который постоянно в движении находится, который с друзьями тусуется, но который побогаче и находится действительно в другой стране, у него другой менталитет, и переехать. И я думаю, что вы выберете вот этот второй вариант. Вот. Ваши дальние родственники все стабильные люди, они имеют очень хорошие профессии, и, соответственно, они передают вам по роду вот эти способности к хорошим профессиям. Но вы не пойдете в профессию, вы не пойдете, вы будете жить иначе. Вы, скорее всего, уже в ближайшие 2 года выйдете замуж и родите ребенка. Или даже у вас будет в скором времени 2 детей. И вы в ближайшие годы будете заниматься браком, мужем и этими детьми. Но, соответственно, вам, раз вы выберете человека немножко такого ветреного и разгульного, вам придется и его постоянно останавливать, и постоянно, ну, из него, так скажем, вытаскивать заботу и внимание, потому что для вас это будет очень важно, чтобы он заботился и делал для вас что-то хорошее. Вообще, на самом деле, карты здесь показывают для молодой девушки, да, что ее более отдаленное будущее, оно более светлое, чем сначала. То есть много забот, много хлопот в вашем будущем вас сейчас могут смущать, но на самом деле вы добьетесь в жизни многого того, что вы хотели и о чем вы мечтали. Смотрим дальше. Карты здесь показывают послание для одинокого мужчины. Одинокий мужчина или разведенный, или, может быть, вдовец, он живет сегодняшним днем, потому что он боится планировать будущее, а в прошлое заглядывать ему очень больно. И человек этот жизнерадостный, оптимист и старается перед людьми держать лицо. Его настоящее полно каких-то новых жизненных сюрпризов, радостных событий. И, возможно, этого человека сейчас посетила любовь. То есть, если вы одинокий мужчина или вы гадаете узнать про одинокого мужчину, то его посетили чувства к какому-то человеку, к женщине, которая является для него эталоном. И, соответственно, он раздумывает, а не жениться ли мне снова. Будущее для него переменчиво на самом деле, потому что ему много придется в жизни и радостного встретить, но и ему придется выполнить свои какие-то очень большие обязательства, которые на него наложены. У этого человека может быть сын или даже 2 сына, и ему придется с этими сыновьями считаться, как в доме, так и в жизни, и, соответственно, либо считаться с мужьями дочерей или дочери, с мужем дочери. Какой-то важный человек, но моложе его, постоянно будет с ним конкурировать в жизни, в семье и диктовать ему либо свои правила, либо ему просто постоянно придется заботиться об этом человеке, что-то делать для него. То есть его жизнь не будет вертеться только вокруг его отношений. Если вы этот одинокий мужчина, знаете, у вас все с работой будет хорошо, с деньгами будет хорошо, у вас много будет в жизни веселого, и ждет вас еще один брак, или если вы никогда не женились, просто брак, если вы еще молодой, то еще и дети, да, мальчики. Но при этом вам постоянно придется вот с этими-то мальчиками-то возиться, считаться.
И, соответственно, вот не только ваша жизнь вертится вокруг этих отношений и брака. Работа, зарплата, просто распоряжение каким-то бизнесом или деньгами. И, соответственно, постоянно вам нужно будет с этими парнями что-то делать, да? Или с мужьями дочерей, но это тоже вот парни, которые живут в вашей семье. У вас так получается, дорогой одинокий мужчина, что в вашем окружении среди близких родственников или среди коллег по работе есть очень отвратительные люди, которые являются вашими врагами, и они уже давно вам вредят, очень давно. Я бы даже так сказала, что есть женщина, которая притворяется хорошей, то есть не та, которую вы любите, а другая. И, соответственно, эта женщина всеми силами будет стараться вам навредить и, скорее всего, подставить на деньги или как-то выманить деньги из вас. Эта женщина перед вами все время только добрая, только хорошая, и вы ее даже не подозреваете. Но именно из-за нее в вашей жизни будет слишком много каких-то волнений, препятствий, и вплоть до того, что вы можете рассориться с близкими людьми. И поверьте мне, лучше сейчас как-то вычислить, кто она, вычислить, кто притворяется в вашем окружении, кто пытается вас подставить, потому что это может повлечь за собой очень тяжелые последствия, вплоть до болезни. Потому что разрушительная энергия этой женщины, она действительно имеет большой вес. И когда вы, принимаете от нее будто бы заботу, а на самом деле потом вы нож в спину примете, конечно, вам будет очень больно и очень неприятно. Здесь у нас может быть и солдат, который гадает, или гадают на солдата. Мы видим солдата, да? Солдат думает только о том, что будет в его жизни после того, как он отслужит. Или после того, как он получит деньги по контракту. Он не задумывается о том, что вы сейчас в его жизни, а ведь сейчас им помыкают и командуют. Этот человек на самом деле очень надеется на то, что в будущем молодая женщина будет рядом с ним, которую он влюблен, и он женится на ней и будет с ней всегда, то есть долгие годы. Но на самом деле эта женщина принесет ему много разочарований и бед. Она может и сейчас не догадываться о том, что она ему принесет столько бед и проблем. И сейчас этот солдат просто находится под давлением от каких-то людей, которые очень сильно мучают его. Они постоянно приказывают ему, они постоянно помыкают им и заставляют его что-то делать, что он совершенно может не хотеть, но он это делает ради того, чтобы либо выслужиться, либо получить большие деньги. Так вот, это все закончится не очень хорошо. Его сейчас подставляют. Если вы солдат, знаете, что вас обманывают и подставляют. И девушка, с которой вы надеетесь быть, может вас очень сильно предать. Что если вы сама девушка, которая гадает на солдата, знаете, что вы и сами не думаете, вы его на что-то променяете, на кого-то променяете. Или просто вы от него уйдете в связи с обстоятельствами, с которыми вы примириться не можете. Если вы сейчас служивый, если вы сейчас солдат, знайте, что вам лучше поменять службу на что-то другое. Или вам нужно рассмотреть варианты, как найти человека для жизни, который будет мириться со всеми трудностями, с которыми вы сталкиваетесь. Потому что эта девушка мириться с этими трудностями не может. И вам нужно выбирать или ваша служба, или ваша дама. Если вы можете оставить службу, и она не срочная, допустим, да, а контрактная, оставляйте и идите в другое место работать. Если вы можете уйти, то уходите. Если вы не можете уйти, то вам придется смириться с жизненными обстоятельствами сейчас. И потом у вас образуется все в жизни, но очень гораздо позже, и вы будете жить совершенно в другом городе, чем вы живете. И, соответственно, у вас будет брак на долгие годы, но в этом браке тоже будут свои проблемы, например, связанные с тем, что, возможно, вы женитесь на сироте. То есть
ваши родители, ваша семья должны будут принять вашу будущую жену. И теперь мы рассмотрим для женщины, которая в кого-то влюблена или является для кого-то возлюбленной или женой, которая сейчас в жизни чает по поводу отношений и по поводу своей личной жизни, чтобы ее полностью устроить. И если жена, то борется за своего мужчину, считает, что вот он у нее самый любимый, но что-то здесь немножко не так, да. Однако он, естественно, ее любит, просто сейчас ему трудно в жизни. Если же вы не жена, а просто возлюбленная чья-то и кого-то любите, то, конечно, вы живете настоящим, вы радостная личность, у вас есть какая-то, скорее всего, постоянная работа или постоянная занятость, у вас есть свои обычные дела и также близкие, которые вам помогают. Есть мужчина, который за вас отвечает и является для вас авторитетным лицом в жизни, на которого вы можете, в принципе, положиться. И, конечно же, карты здесь показывают, что ваши сердечные дела могут устроиться. То есть уже в настоящем мы понимаем, что если вы кого-то любите, женщина, которая кого-то любит, в прошлом она очень много теряла и отчаивалась, и мучилась, но всегда имела надежду на хорошие отношения, и вот эта надежда оправдается. Вы личность, в принципе, самостоятельная, либо по отношению к тому, кого вы любите, вы самостоятельная личность, то есть ему не нужно ради вас сейчас рисковать, там, не знаю, головой, подставлять шею или еще что-то. Вы не напрягаете. Вот на самом деле вы человек, который не напрягает. Вы хотите, чтобы ради вас что-то делали? Вы хотите в будущем выйти замуж или просто жить стабильной семьей, и чтобы у вас там, ну, там с детьми все было хорошо, в доме, чтобы все было хорошо. Вот, и вы при этом не напрягаете этого человека. Этот человек, скорее всего, сейчас с вами на связи и любит вас, и хочет разговаривать с вами. Но в прошлом у вас было очень много больших проблем и трудностей. Вплоть до того, что вы подумывали ради мужчины, которого вы любили, да, что вы подумывали, что чуть ли не свести счеты с жизнью, потому что такая была тоска, такие переживания в прошлом из-за отношений. Но я говорю, у вас всегда была надежда, что жизнь исправится и что все наладится и будет хорошо в любом случае. Поэтому вы не довели это отчаяние до апогея. Вот сейчас у вас в жизни все стабильно, постоянные отношения. И, скорее всего, вот человек, с которым вы хотите связать свою судьбу или уже связываете свою судьбу, у него какая-то хорошая профессия и хорошая уже на пороге, может быть, или уже есть работа, или будет работа на пороге самая хорошая. И вот смотрите, в вашей жизни в скором времени будет какая-то очень хорошая весть о чьей-то дороге. Более того, вам и самой придется отправиться в путь, и вы будете очень довольны этим путешествием, этой дорогой. Рядом с вами всегда будет верный человек, который вас поддержит. Это ваш любимый человек. И вам не стоит бояться того, что ваши отношения могут быть расторгнуты или могут быть как-то нарушены. Вот если вы женщина средних лет, и вы сейчас испытываете кому-то близкие чувства, да, вот эти вот любовные, или как бы, мол, ты мой родной человек, знайте, что эти отношения так и будут. Но при этом иногда ваш партнер будет уходить либо к друзьям, либо к каким-то своим приятелям, чтобы посидеть с ними, и вам не нужно сопротивляться этому, а нужно давать ему личное пространство, потому что этот человек уважает вас и любит, но ему нужно иногда побыть с кем-то другим, кроме вас. Помните об этом. Если этот человек будет работать на расстоянии от дома или просто периодически куда-то ездить, он всегда вам напишет, всегда. И вам нужно помнить о том, что душой он всегда будет рядом с вами. На самом деле карты здесь показывают, что вам в браке будет с ним немножечко трудноватенько, но все это преодолимо на самом деле.
и вы можете долгое время быть вместе. Теперь мы посмотрим гадание для женщины, которая является женой уже точно, и у которой на первом месте, вот давайте я сейчас немножечко вот так сделаю, семья. У которой на первом месте семья, дети, муж и стабильный брак есть в жизни. Или вы, пусть испытываете проблемы в личной жизни, как я вижу, да, но пока вы находитесь, допустим, в семье или в браке. Женщина средних лет, которая находится в своей семье. Карты показывают, что в вашей семье сейчас очень тяжелая проблема и ситуация. Из-за какой-то легкомысленности у вас появились в семье, скорее всего, у мужа большие ограничения. Видите, тюрьма падает, большие ограничения и вор. То есть кто-то его обманывает, кто-то сейчас вашу семью обманывает. И карты здесь показывают на самом деле, что это кармическое наказание для вашего мужа, для вашего супруга, потому что он в прошлом совершил какой-то очень страшный проступок. То есть ему кармически это все пришло не зря, то есть как наказание. У него всегда была женщина-враг, которая из-за него очень сильно пострадала. И, скорее всего, свадьба ваша падает на ее печаль. И эта женщина очень печалилась, когда вы женились, и когда вы были уже вместе, а ее это расстраивало до того, что она чуть ли не руки на себя хотела наложить, она так страдала. Она прокляла вашего мужа. И, соответственно, мы здесь видим, что сейчас он это отрабатывает, то есть расплачивается за то, что он ее чем-то обидел. Карты здесь говорят, что это скоро закончится, этот период, и в жизни будет надежда на лучшее, денежное прибавление, да, какой-то вот жизненный сюрприз очень хороший. Вот. Но при этом карты говорят, что долгое время, возможно, ваша семья чего-то ждала, может быть, брака ваших детей, да, вот в будущем это ожидание внезапно закончится, и в жизнь придет совершенно новая эра, когда ваши дети вырастут, они выйдут в мир, да, то есть у них будет свой брак, своя семья, а у вас ваши отношения с вашим мужем, они начнутся по второму кругу. Ну, то есть в них будет невероятное такое обновление, особенно в чувствах. И, соответственно, когда это обновление в чувствах произойдет, вы как будто снова поженились. Вот у вас будет счастье большое семейное. То есть все вот те волнения, которые сейчас есть в вашей семье, трудности, боль, переживания, обман какой-то произошел, да, и в то же время как вот ограниченная ситуация, вот это все пройдет, соответственно, это все пройдет. Так что для замужней дамы здесь неплохой прогноз при сегодняшних больших, конечно, проблемах в жизни. Оставшиеся карты выкладываю. Карты говорят, для тех, кто сейчас очень сильно хочет с кем-то встретиться, и кто сейчас очень-очень хочет быть, может быть, в таких вот любовных отношениях, что на самом деле вы как будто бы смотрите не совсем на того человека. То есть получается так, что вы чаете встречи с человеком, вот к которому у вас страсть и чувства, и не подозреваете о том, что в скором времени появится еще один человек, которому у вас будет не меньше чувств, и вы будете в итоге мучиться в выборе между одним человеком и другим. То есть вот те, кто жаждут сейчас любовной встречи, знайте, что в скором времени вам придется между одним и другим человеком выбрать, и поэтому не отдавайтесь сейчас в эти отношения полностью и ничего не обещайте, потому что в скором времени это обещание вы, скорее всего, нарушите. Те, кто очень хочет завести ребенка.
Вы живете прошлым, у вас есть большая психологическая травма из-за того, что вы что-то потеряли или кого-то потеряли. И сейчас всеми силами держитесь за жизнь, за отношения, за брак именно с помощью вашей мысли завести ребенка. В будущем вы действительно заведете ребенка, но при этом знайте, что тот человек, который рядом с вами будет, у него будет очень много проблем, которых он не захочет вам говорить, и, соответственно, вы постоянно будете находиться в знаке вопрос. То есть, что происходит, что с тобой происходит, у нас же общий ребенок, когда я получу объяснение, когда я получу деньги, когда я получу нашу встречу, когда я получу наш разговор. И вам нужно внимательно отнестись к этому моменту. Вы хотите ребенка, вы получите то, что вы хотите, но вы все время будете жить постоянно вот с таким знаком вопроса. То есть это будет постоянно в вашей жизни. Знак вопроса. Где ты, что ты скрываешь, а у человека будут большие проблемы. Он не захочет делиться с вами этими проблемами, потому что вы и так будете перегружены. Он будет стараться уберечь вас от этих проблем, отодвинуть от проблем, а вы все сильнее и сильнее. А я хочу знать, что это за проблемы. А объясни мне. Не требуйте этих объяснений. Вы не будете тогда счастливым человеком. Постарайтесь сделать все для того, чтобы оберегать, заботиться, делать добро для того, с кем вы в семье находитесь, от кого вы родили ребенка. И тогда этот человек постепенно станет откровенным. Если вы будете требовать, если будете настаивать, счастья вам не видать. Ну вот такой ответ сегодня дали карты на цыганском оракуле, бабушкино гадание, то, как погадала бы вам в прошлом, всем вам, да, любая цыганка, потому что она не стала бы выставлять никаких позиций. Она искала бы вас в колоде, и где вы лежите. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч.